Здравствуйте, у меня гадание для рака, теперь уже на август 2022 года. Но прежде, знаете, про рака в интернете много разного говорят и пишут. Вот и я сегодня вам хочу предложить очередной набор допущений. Согласны вы или нет с этим? Итак, рак всегда думает о хорошем. Рак может поднять настроение любого человека за 5 секунд. Для рака счастье – это быть рядом с близкими. Рак – очень хороший друг, заботливый друг. Буквально каждому встречному относится с любовью и заботой, а также рак очень мило улыбается. Ну вот так вот. Здесь про вас написали все самое хорошее. Правда? Даже не возразишь. У меня в руках колода Таро Кроули. Эти карты должны вам, дорогие раки, рассказать, как же пройдет ваш август. Каких подарков судьбы вам стоит ждать, на что стоит надеяться, как вам, может быть, стоит себя вести, а как не стоит. Первые 3 карты – это, конечно, работа. Раз. 2, 3. Знаете, по гаданиям для ваших соседей по зодиаку я уже успела сделать вывод о том, что август не будет слишком активным в деловой жизни, в деловой сфере. Но так и должно быть. Это время отпусков, это время, когда все отдыхают и значительно в меньшей степени занимаются делами, правда? Ну и раку категории работа достаются паж мечей. Паж мечей – это новости, приход новости, письмо, известие, звонок, телеграмма, долгожданная или нет, мы здесь не знаем, или наоборот, такие, которых вы хотели бы не получать, мы здесь не знаем. Однако это момент неожиданности, такой эффект неожиданности для вас карты выдают. Неожиданная новость, а также неожиданное появление нового человека. Вот на сцене вашей работы или на сцене вашего бизнеса, где-то в вашем окружении. Это появление нового коллеги, нового начальника или нового партнера по бизнесу или какого-то, ну не знаю, контрагента. Мечи – масть традиционно опасная. Люди, которые в нашу жизнь приходят вместе с мечами, часто несут смуту, сумбур. И в то же время выводят нас из зоны комфорта, и в то же время подсказывают нетрадиционные выходы из самых запутанных, запущенных ситуаций. Поэтому если в августе на работе вас кто-то разозлит, кто-то принесет, вы знаете, плохую весть или неприятную весть, или кто-то рядом будет себя странно вести или как-то вас задирать, не торопитесь злиться на этого человека. Скорее всего, Вселенная его к вам подсылает, чтобы в вашей жизни что-то поменялось, чтобы вас подвигнуть на какие-то подвиги, не знаю, там на смену работы или на какую-то большую активность на той работе, которая у вас уже есть. Рядом вообще сложная пара, вот здесь образуется, но и сложная 7 кубков. 7 кубков традиционно называют ложный выбор. Видите, я сказала сложный, но он потому и сложный, потому что он ложный. Еще более эта идея смуты, растерянности, странности усиливается. То есть мы видим для вас приход новости, и вы от нее не знаете, что делать, не знаете, куда деваться, и стоит ли вам что-то решать, и что решать в этом случае. 7 кубков – это растерянность, это некая развилка на вашей профессиональной дороге или на вашей бизнес-дороге. Это момент, когда вы разводите руками, и вам кажется, что вы должны что-то, как всегда нам кажется, делать и выбирать, хотя на самом деле, скорее всего, это не так. То есть в целом назовем эту пару растерянность, связанная с максимально неожиданной новостью, с максимально неожиданным известием или с максимально непонятным для вас человеком. Паж
Мечей — это непонятный человек, с которым вы говорите на разных языках, часто буквально говорите на разных языках, потому что он иностранец, да? Какое-то, может быть, для вас предложение о новой работе от иностранной компании, но предложение очень нечеткое, вы пока не знаете, радоваться или вам или плакать, соглашаться или нет. Но и здесь еще и есть карта смерть. Карта смерть обещает естественное окончание хода событий, естественное окончание в вашей жизни какой-то истории, самой работы или ожиданий, связанных с какой-то работой. Это может быть вы в долгих поисках работы находитесь. А в августе вот приходит эта самая новость о том, что туда не возьмут, куда вы нацелились или где, как вы думали, вас ждут, потому что компания закрывается или не открывается вовсе. Естественно, смерть часто описывает и увольнение, то есть конец работы, заканчивается какой-то период вашей жизни, связанный вот с работой и с профессией. Главное, что неприятно, что это максимально неожиданно и оставляет вас вот в какой-то полной растерянности. Я боюсь, что по итогу, с такими картами, по итогу августа вы можете действительно немного растеряться в вашей профессиональной жизни и задавать вопросы, а куда идти, куда дальше идти, что дальше выбрать для себя, какое занятие. Непростые карты, которые более, знаете, непростые гадания и так называемые плохие предсказания всегда к нам приходят как советы. Какой совет можно дать раку с такими картами? Ну, готовьтесь, умейте новости принимать хладнокровно, даже если они сильно меняют ваши планы. А когда в жизни что-то заканчивается, обязательно что-то другое, обязательно лучшее начинается. И к таким переменам тоже надо философски относиться. Далее деньги. Ваша финансовая жизнь в этом месяце. Раз, два, три. Угу. Такие чувственные, эмоциональные карты выпадают. Ни одной напрямую денежной карты нету. То есть я не могу, наверное, сказать, вот, что вас ждут деньги, вот такая сумма. Вот здесь лежит эта кучка. В центре 8 кубков. Неизбежно от какого-то денежного плана придется отказаться. 8 кубков так и называется. Конец заранее обреченного плана. Опять же, вернемся к той истории. Если у вас был план выйти на какую-то определенную работу, должность и хорошо зарабатывать, скорее всего, вот с эти деньги так и не будут заработаны, так они и не будут у вас получены. Но точно так же деньги от сделки вы можете не получить. Вы можете что-то не продать, что-то не купить, не получить выгодный займ в банке, вам не вернут долг, и вы, скажем, не рассчитаетесь вовремя со своими. Но звучит это все, я понимаю, неприятно. Но рядом-то все-таки исключительная победительная 6 жезлов. Она говорит, как ни странно, планы рухнут, но вы будете счастливы, рады, и вы будете собой гордиться. То есть, знаете, по вот этим картам мы видим человека, который нашел в себе силы душевные, нашел в себе какую-то мудрость отказаться от денег в пользу чего-то другого. И этот человек страшно собой гордится. Вот вы гордитесь, что вас не купили, например. Вы гордитесь, что вы не поторопились, не знаю, продать что-нибудь нужное. Отказались от плана, не получили деньги. Может быть, это был план открыть какой-то новый бизнес. Вы от плана отказываетесь, но при этом уверены на все 100, что это правильное решение и что вы молодец. Все равно бьете себя в грудь и говорите. Знаете, ведь иногда, да даже часто в жизни не столько победа сделать что-то, чего-то достигнуть, как от чего-то отказаться. Вот нам
почему-то отказываться даже труднее. Мы все привыкли плакать. Плакать и ощущать себя неудачником. А у вас здесь получается все наоборот. Да, я это не беру, какие-то деньги, что-то отказываюсь, отпускаю, может быть, даже навсегда, насовсем. Прощаю какой-то условный долг человеку или высшим силам. Но при этом я страшно горжусь собой. И я знаю, что это правильно. Да. Эти карты могут вам действительно советовать отказаться от предложения какого-то финансового, какой-то денежной операции. И вы потом не пожалеете. Вы скажете себе спасибо, что это не состоялось. А королева кубков здесь, ну, это, знаете, мне напоминает массу каких-то киношных или книжных историй. Карта, потому что очень чувственная, эмоциональная. А у вас она в зоне денег выпадает. Это значит, что вы про деньги или в какой-то околоденежной сфере будете много чувствовать сердцем, переживать, будете кому-то сочувствовать, кого-то жалеть, будете кому-то помогать, будете кого-то в конце концов просто любить. И может быть ваш отказ от денег, он в пользу любви, знаете, вы выбираете любовь, выбираете остаться человеком, выбираете остаться добрым человеком. Выбираете кому-то помогать, кого-то пожалеть, но не гнаться за деньгами. Еще королева кубков говорит про любовь. Она говорит о неких жертвах денежных в пользу любви, в пользу любовной истории. Ну и, конечно, эта фигурная карта может описывать вам определенного человека. То есть это какая-то женщина, которая вот связана с вами, деньгами, где-то в околоденежной сфере для вас находится. И эта женщина, ну, большое влияние оказывает, скорее не делами. Она невыгодная, она не помогает, она ничего в делах не подсказывает, но это могут быть, например, ваши траты на эту женщину или ваши денежные уступки в пользу этой женщины. И вы тоже этим очень гордитесь. Понимаете, деньги... Ваши деньги в августе будут сильно связаны с эмоциями и с самой любовью. Поэтому ничего не оплакивайте. Ничего не оплакивайте. Мне кажется, здесь вот в этих картах можно увидеть, например, какую-то женщину, любящую жену, которая отказывается от работы новой с большой зарплатой в пользу дома, в пользу любви, чтобы быть больше дома, больше проводить время с детьми или с мужем, там, не знаю, с любимым человеком. Поэтому вот так. Я думаю, для рака это характерная история, потому что раки в целом эмоциональные люди, водные, вы живете эмоциями. Для вас нет такой в жизни темы, в которую бы эти эмоции не вплетались. И деньги тоже. Для вас, я думаю, и заработки, и расходы, и потери, приобретение денежное всегда очень ярко эмоционально окрашены. Вот так и здесь. Ну а теперь непосредственно любовь. Что вас ждет в любви, в личной жизни, в этом, надеюсь, не слишком жарком августе. Раз. Угу. Два. 3. Ну вот я же сказала только что, видите, как я угадала заранее историю. Карты очень любовные. Все так к месту. 2 карты масти кубков. А это, как известно, Таро. Масть самая, что ни на есть, чувственная и романтическая. В центре расклада выпадает вам король кубков. Ну, назовем его так традиционно, чтобы было понятно, королем. Король кубков. Любящий мужчина, какой-то романтический герой. Не просто так, а видите, в руках-то он держит кубок, протягивает вам свои чувства, подарки, куда-то зовет и что-то предлагает. Что именно? Рядом туз мечей, предложение о браке. То есть буквально вот эти карты обещают вам рядом с вами очень романтического героя с предложением о браке. Это может быть новый человек, ну такой вот спонтанный, который может быстро на брак решиться, на 3-й день после знакомства замуж позвать. Хотя я-то лично уверена, что только так
и должно быть, что только так и бывает по правилам. То есть некую мы такую идеалистическую, идеальную, идеалистскую историю здесь видим, да? Безупречные чувства, безупречный герой, абсолютный принц, рядом девятка кубков, это свидание, это признание, это время очень счастливое, проведенное вместе, вы и ваш любимый человек. И вот такое вот крупное предложение. Может быть, это не будет пока предложение о браке, может быть, вы сами тогда не торопитесь, но это будет предложение о помолвке, например, или куда-то вместе съездить. В любом случае совместить жизненный интерес, начать какой-то совместный жизненный проект. Добавить мне нечего. Если вы ищете новое знакомство, то принимайте, встречайте, оно, скорее всего, будет. Если вы хотите помириться с бывшим женихом, с кем-то, с кем вы в разлуке или в ссоре, то это тоже состоится. Видите, здесь активный мужчина, активность мужчины. То есть появляется тот, кто не звонил и не писал. Вот так вот. И появляется сразу с конкретным каким-то предложением. Вот так. Это очень хорошие карты. Они вам в порядке компенсации, по-моему, выпадают за не очень понятные или не очень радостные профессиональные денежные дела. Август — время любви, а все остальное подождет. Давайте так будет для вас. И теперь семья, ваш дом, недвижимость, стены, ваша крепость, ваши родственники, домашняя жизнь, домашняя, бытовая. Такая тема у меня есть еще в раскладе. Раз. 2, 3. Тоже все достаточно неплохо. Центральная карта. У нас выпадает центральная карта. Десятка жезлов. Ну, вообще-то она описывает какое-то максимальное напряжение. Вас ждет максимальное напряжение, связанное с домом. Вам дома придется как минимум сильно работать, напрягаться, чтобы оформить там, я не знаю, какие-то документы, связанные с домом. Это часто бывает сложно, там, я не знаю, право собственности зарегистрировать или какое-то сотрудничество с новой управляющей организацией. Придется напрягаться физически, стараться на благо семьи, делать ремонт, генеральные уборки или, может быть, урожай уже собирать на даче. То есть готовьтесь вот к какому-то физическому даже напряжению, связанному с домом и семьей, и готовьтесь к подвигам, совершать подвиги на этом поприще. Карта повешенная рядом подчеркивает жертву или жертвенность вашей домашней жизни. Вы будете в августе очень привязаны к дому. Это может быть плохие новости для тех, кто хочет как раз освободиться и куда-то уехать, махнуть на все заботы домашней рукой и уехать. Нет, не получится. Карты, вот прям знаете, такие как путы. Некий крест придется нести, связанный с домом, родственниками, родственными отношениями, с недвижимостью. Ну, знаете, это вот тот случай, когда дача зовет, и никуда не уедешь. И карта повешенной, все-таки это старший аркан, крупная карта. Она говорит, что обязательства домашние и семейные будут большие ваши, серьезные. Возможно, привычные, про которые вы уже знаете. Возможно, какие-то новые возникнут. Вот такая вот домашняя обремененность, там, обязанности, домашние жертвы какие-то. Не обязательно, кстати, неприятные. Я, может быть, немножко с легкой грустью вам об этом говорю, а может быть, вы-то как раз к этому стремитесь. Рядом же все-таки рыцарь кубков. Это карта про любовь, про влюбленность. Карта это говорит, что скорее вот эта привязанность через чувства у вас идет, и вы добровольно на себя берете вот это вот семейное или какое-то бытовое бремя из-за любви. Понимаете? Это может быть очень благородное, но да, не свободное, немножко обременительное исполнение обязанностей каких-то семейных, например, родительских.
То есть много-много стараний и много вложений в пользу вашего ребенка или в пользу мужа, там, жены, в пользу любимого человека. Здесь есть вот действительно этот рыцарь кубков. То есть это конкретное лицо, из-за которого вы, собственно, никуда не уезжаете, имеете мало свободного времени. Это, возможно, человек, о котором вы заботитесь, которому вы посвящаете все свое время, ради которого, собственно, строите дом или делаете этот самый ремонт. И карты дают вам соответствующие или похожие советы. Посвятите много сил, времени, вообще любых своих ресурсов именно дому, потому что в это время именно дом — предмет вашей особой гордости. И все, что вы делаете, это не напрасно, потому что это священно, это все во имя любви. А самое главное, не сбегайте. Самое главное, крест не сбрасывайте, не пытайтесь освободиться, не пытайтесь среди этих обременительных семейных дел выбирать себе какую-то свободу, выкраивать свободу. Карты, наверное, в такой троице полностью исключают эгоизм, какой-то эгоистичный подход, отдача, полная отдача, самоотдача. Все, что есть, придется отдавать дому, начиная от физических сил и заканчивая сердцем своим. Но это надо. Сейчас без вас не обойдутся. То есть карта как будто бы спрашивает, кто, если не вы. И я предлагаю раку еще вот такой вот небольшой ребус. У меня есть карта Венский сецессион. Никто, поверьте, на самом деле никто толком не знает, как на них гадать, потому что изначально эта колода не создавалась для гадания. Ее нарисовала известная художница в начале 20 века в благотворительных целях. Придумывая там картинки, она имела всякий раз в виду что-то исключительно свое. Здесь сложная такая предсказательная система, до которой мы с вами обязательно должны добраться. Лимитированный выпуск здесь имеет место, всего 3000 экземпляров есть этих карт. У меня вот 2810. Есть старшие арканы, есть младшие арканы, но система совсем другая, не такая, как вторая. Почему ребус? Потому что я покажу вам карту. Это будет карта совет, карта настроения на август. А вам предлагаю по картинке или по ее там цифровому значению, по масти догадаться, о чем эта карта вот лично для вас. Включайте интуицию, я буду говорить, конечно, делиться с вами своими подозрениями и опытом. Но посмотрим. Карта совет из колоды Венский сецессион. Интересные карты, без сомнения. Угу. Итак, раку достается бубновая тройка. Хорошая карта, спокойная, благополучие. Она как якорь, мне кажется, должна немножко вас притормозить. Она должна вас настроить на какой-то рабочий, очень спокойный лад. Она должна вам придать устойчивое, рациональное, взрослое настроение. У вас действительно много в августе будет переживаний, связанных связанных с работой и деньгами. Вас ждут решения, очень спорные, противоречивые для окружения, может быть, такие решения, которых многие не поймут, но вы должны быть в себе. Вот эта тройка, бубновая тройка, это такая, ну, по аналогии с Таро, это, допустим, тройка пентаклей, это такая вещь в себе. Она описывает сосредоточенного человека, который очень точно знает, что ему делать, и который очень точно знает, куда он идет, имеет рациональные, оправданные цели, на пути к этим целям от многого отказывается, но и за многое и хватается. То есть, опять же, если проводить аналогию с Таро, то тройка, бубновая тройка — это тройка пентаклей. Она настраивает вас вот именно на рабочий лад. Какие бы бури ни бушевали снаружи, какие бы ветра, что ли, не тревожили вашу голову и сердце, вам нужно просто сосредоточиться, замолчать, может быть,
и работать. Работать над собой, работать над судьбой, дальше работать над собственной жизнью. И еще все тройки – это карты продолжений. Смотрите вперед, может быть, даже через препятствия, через раз смотрите вперед или через голову смотрите вперед. То есть обращайте внимание не на то, что у вас закончится в августе, а на то, что вы сможете начать, когда закончится сам август. Спасибо.